Простая история в главах и лирических отступлениях. Глава 1. Все мы родом из детства. Жизнь Клары Григорьевны Беляевой никак не назовешь героической. Она из тех многих подранков, кого опалило военное лихолетие. Трудно жилось тогда семье Клары Григорьевны, в которой их, маленьких галчат, было 6. Хватило всем сполна жидких щей и нелегкой крестьянской работы. В то время семья жила в Кизнерском районе, одевались бедненько, но голодом не сидели, потому что трудились все от мала до велика. Настало время определяться с профессией. Поступила вместе со своей сестренкой в Можгинское медицинское училище, где тогда был конкурс 9 человек на место. Клара серьезно относилась к учебе, много читала и занималась самостоятельно. Лишь иногда бегала с подружками в кино или на танцы, которые организовывались в училище. Девушка строгих правил, она стороной обходила городской сад, считая тамошние нравы слишком свободными. Из всех развлечений предпочтение отдавала спорту, летом волейболу, зимой лыжам. Кстати, спортивная закалка очень пригодилась Кларе в будущем. В 50-е годы – время легендарных целинников, время, когда партия говорила «надо», а комсомол отвечал «есть». Поездка на Целину в составе отряда добровольцев из числа студентов училища оставила неизгладимый след в памяти Клары Григорьевны. Глава 2. По своему велению, по своему хотению. После окончания медучилища попросилась она в самый далекий от дома Сарапульский район, в деревню со странным названием Оленье болото. Ехала Клара и гадала, что же там есть на самом деле, олени или болото. Когда же попутный грузовик, вдоволь начертыхавшись на рытвинах ухабистой грунтовки, наконец-то прибыл на место, захудалая деревушка предстала перед новоиспеченным специалистом во всей своей красоте. Старые, малюсенькие домишки выглядывали из-за покосившихся, прогнивших заборов. Сколько тогда слез пролила Клара, уткнувшись в плечо Марии Ивановны Чухонцевой, которая работала в то время санитаркой в деревенском медпункте. «Отработаю месяц и уеду», — решила Клара. Однако время шло, и неизбалованная легкой жизнью девушка потихоньку привыкала к работе и людям. В Оленьем болоте в то время было очень много молодежи. И что не парень, то гармонист. Деревенская околица вечерами оглашалась переборами гармошек, которые соперничали с местными голосистыми петухами. Может, в один из таких вечеров и заприметил видный механизатор и знатный гармонист Леонид Беляев скромную и строгую девушку с необычным для здешних мест именем Клара. Глава 3. Узелки памяти. А начинающему фельдшеру было в то время совсем не до симпатий, ибо население еще 4 деревень, кроме Оленьего болота, нуждалось в ее медицинской помощи. Зимой на тракторе, а то и на лошадке. Летом на велосипеде добиралась Клара к своим пациентам. В разных переделках побывала. Однажды зимой пришлось молодому медику сопровождать роженицу в городской родильный дом. Сильно буранило, до времени не было переждать непогоду. Запрягли лошадку, женщину укутали в тулуп и посадили в сани. А Клара примостилась рядом с кучером на облучке. Когда же выехали на большой тракт, лошадь, испугавшись встречной, рванулась вперед. В мгновение ока Клара оказалась под ногами чужой лошади. До сих пор она помнит ощущение тяжести, занесенного на ней копыта. Но не зря, видимо, лошади считаются умными и благородными. Животное только занесло ногу, но не опустило ее на человека. Выхватили Клару
Поставили на ноги, а она, знай себе, смеется. Глава 4. Дела сердечные. От людей на деревне не спрячешься, поется в известной песне. И действительно, вскоре о том, что бравый гармонист Леонид Беляев неравнодушен к приезжей девушке, знала вся деревня. Ну так что ж, дело молодое, хорошее, тем более, что и Кларе приглянулся этот работящий парень. Сыграли свадьбу, а вскоре отправился милый во солдаты. На целых 3 года уехал служить в Семипалатинск, а молодая мама растила дочку и работала. Люди платили Кларе Григорьевне сердечной благодарностью и добрым отношением. Глава 5. 42 года спустя. В трудовой книжке Клары Григорьевны Беляевой единственная запись: принята на работу в Оленеболотинский медицинский пункт 1 августа 1957 года. Работа стала сутью всей ее жизни, главным содержанием и условием. Примером для молодых является заведующая Клара Григорьевна, которая всегда стремится быть первой, и это ей удается. Ежегодно Оленеболотинский медпункт занимает призовые места среди фельдшерско-акушерских пунктов Сарапульского района. Постановлением председателя Госсовета Удмуртской Республики в канун нового 1999 года Кларе Григорьевне Беляевой присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Удмуртской Республики» и вручена памятная медаль. Безусловно, это высокая и справедливая оценка многолетнего добросовестного труда сельского медика. И все же признание, доверие и глубокая благодарность односельчан – главный итог работы этой скромной труженицы. Клара Григорьевна проводит большую общественную работу не только в силу своей профессиональной принадлежности, но и просто по велению сердца. По итогам своеобразного социологического опроса, проведенного Оленеболотинским женсоветом, Клару Григорьевну назвали одной из самых уважаемых в деревне людей. Это говорит о том, что сюжет нашей простой истории вполне мог бы стать основой повести о настоящем человеке. Красное Прикамье, 28 января 1999 года.